про гобелены. То есть это живой гобелен называется. Если посмотреть на существующие гобелены, то вот этот вот стежок — это, в общем, пиксель, то есть он квадратненький. Мгм. Вот. И идея была, значит, многочисленными камерами снять некую информацию в живом и соткать такой вот видеогобелен. Ну, супер видеогобелен не очень получился, потому что, возможно, было на тот исторический момент, ну, возможно, он еще получится, было сделать гобелен из 16 камер, то есть когда человек появляется, камеры за ним следят, и дальше ткут живой гобелен. Это все время как бы меняется в реальном времени. Ну, глазки опять, они никакого отношения к камере не имеют. Они просто так, значит, следят за зрителем, и это, собственно, интеракция между зрителем. То есть я уверена, что ни один человек не понял, что камера и глазки между собой не связаны. Ну, в общем-то, в общем плане такой вот живой гобелен и получился. То есть получается, вот, то есть единицей, вот этим пикселем гобелена это является какое-то движение зрителя, уловленное на камеру, или вот что является вот этим импульсом, который ткет? Пиксель — это то, что видит камера. Дальше вот эти вот камеры, они ткутся в полотно. И вот этот пиксель — это проекция в реальном времени. Мгм. То То есть есть если вы станете перед камерой, да, то вы будете одним из этих пикселей. То есть, получается, это поле зрения как бы камеры, да? То есть вот то, что она может уловить. Это поле зрения камеры, это, значит, вот имеет некие сноски, на мой взгляд, это моя ассоциация, к изучению даты современной, в общем, нашего присутствия человеческого в муравейнике, ну и так далее. Как бы вот про образ, да, скажем так, сама идея гобелена, она к какой-то конкретной исторической эпохе тоже относит. Вот как, например, вот ваза, она античная, а гобелен это больше как бы к средневековью отсылает, или это просто такая форма, как бы вот а, вневременная такая, да, ткацкая, скажем, вот материал. В данном случае идея родилась, глядя на средневековый гобелен, но это никакого, в общем, модуль тот же самый, что и с вазами. То есть как можно это вот произведение сделать, если доступны другие технологические моменты. Но это можно, там, я не знаю, были определенные краски в средние века, там каких-то букашек растирали, там что-то еще делали, чего-то не было, какие-то краски вообще отсутствовали, ну, какие-то цвета вообще отсутствовали, потому что не было материала, из которых их сделать. Ну, вот это вот, мне кажется, аналогия с технологией, да. То есть был какой-то, ну, я уже говорила про черный лак, который секрет которого до сих пор не открыли, химический секрет. Наверняка то же самое есть и в средневековье с красками. Никто букашек сейчас не растирает. Ну, может быть, последний вот еще вопрос, который, мне кажется, напрашивается, вот, поскольку работа, скажем так, схватывает какие-то очень конкретные места, поскольку это камера, да, то есть вот где она установлена, то она и видит. Можно ли ее назвать сайт-специфичной, эту работу? Или для вас это слово, вы считаете, что это что-то другое, оно не очень для нее подходит? Нет, ну, в данном случае она сайт-специфична. Никто не мешает, например, присоединить к этим камерам, ну, опять же, сделать лайв-фид с камерой реального времени, ну, к примеру. И тогда она будет ткать как бы мировой гобелен. И если мне не изменяет память, это же работа, ее вариация Ваненкирхе была. Ваня Хельге, да, тоже был.